Так, что тут у нас? Ага. Амфибия. Ну, по ней когда-нибудь обзор будет. Gravity Falls. Как только уберу тазик с блевоты, сделаю видео. Call of Duty. Название говорит само за себя. Обозревать Call. Себя не уважать. Так, а это что? Игра, вышедшая в 2002 году и являющаяся эксклюзивом PlayStation. Вот с нее давайте мы и начнем. Если сейчас начать задаваться вопросом, какая вселенная игр дольше живет, у разных людей будут разные ответы. Кто-то скажет, что дольше всего живет Call of Duty, кто-то Crash Bandicoot. Фанаты Resident скажут, что Resident. С которыми не поспоришь. Первый Resident вышел аж в 1996 году. Но главным пунктом является то, что на сегодняшний день эта вселенная является эксклюзивом небезызвестной Sony Interactive. А мы все прекрасно знаем, кто такие Sony. Эксклюзив Крэша мы потеряли еще в 2001, когда игра начала выходить не только на PS, но и на Xbox. А Spyro так вообще в 2004. Поэтому сегодня мы рассмотрим игру, вселенная которой родилась 20 лет назад. Это Ratchet & Clank. А для этого присаживайтесь поудобней, заварите чай, кофе и пельмени, так как с вами Тариф, и мы с вами отправляемся в прошлое, на 20 лет назад, когда зародился самый лучший адвенчур начала 21 века. Разработчиками Ratchet & Clank являются Insomniac Games. Многие должны их знать за Человека-паука 2018 года. Игра, которая вышла восхитительная и которую Sony в очередной раз просрали. Человек-паук переиздание. Выходит на ПК 12 августа 2022 года. Бараны. Перед началом обзора игры надо вообще узнать, что из себя представляет компания Insomniac Games. Компания была создана в 1994 году Тедом Прайсом, 25-летним бакалавром, который хотел посвятить свою жизнь разработке видеоигр. Весной в компанию был взят первый сотрудник, Эл Хастингс, который позже стал главным технологом компании. Спешу сообщить, что Хастингс и на сегодняшний день сосуществует в Insomniac. Тед и Эл быстро сделали демоверсию игры Disruptor, шутера от первого лица. И тут все деньги Прайса закончились. Компании заинтересовались Universal Interactive Studios, и они подписали контракт на разработку сразу нескольких игр. Disruptor был выпущен, но продажи были невелики. Universal сэкономил на рекламе. Я не буду рассказывать всю суть Disruptor, так как видео у нас по другой вселенной. Просто скажу, у Disruptor мог быть шанс посоревноваться с Doom'ом, последний из которых на тот момент набирала популярность. Но жадность Universal показала себя, и Disruptor остался почти незамеченным. И в нынешнее время вообще повезет, если кто-то будет сравнивать Doom с Disruptor. Игра получила хорошие отзывы на момент ее выхода и получила среднюю оценку 82%. В основном хвалили, что игрок может использовать не только обычное оружие, но и специальные псионические силы. Сайт IGN также отметил, что игра была лучше средних клонов игры Doom, выходивших на PlayStation. Прайс, да не этот, а вот этот, решил сменить тактику и хотел создать нового необычного героя. Он поручил эту работу художнику Крейгу Ститу, и последний создал фиолетового дракона одноименной игры Spyro. Во время разработки игры Spyro изначально был зеленого цвета, но в итоге разработчики решили, что это плохая идея, поскольку он будет сливаться с травой, и сделали его фиолетовым. У игры было несколько демо-версий, у которых было немного различий, кроме музыки и некоторых заблокированных областей. В интервью Тед Прайс заявил, что они передали разработку серии другой компании после выпуска игры Spyro Year of the Dragon. Эта часть является третьей по счету, поскольку действия персонажа были ограничены из-за того, что он не мог ничего держать в руках. Отмечу, я в Spyro не играл, даже игрофильмы по нему не смотрел. Поэтому, так же как и с Disruptor'ом, не будем зацикливаться на геймплее. Только скажу, что на этот раз продукт хорошо продался. Рекламой Spyro занимались Sony, и продукт получил положительные отзывы от критиков и среднюю оценку в 85% на Game Rankings, основываясь на 18 обзорах. Критики хвалили графику игры и ее высокую реиграбельность. Игра также положила начало крупной одноименной серии. Позже были выпущены сиквелы на ту же платформу PlayStation. По состоянию на 2
2000 год игры серии продались тиражом более 3,2 миллиона копий в США и более 4 миллионов копий по всему миру. После выпуска третьей части Spyro у Insomniac возникла проблема – контракт. Контракт с Universal, у которой были права на Spyro, подошел к концу. После небольшого застоя инсомниками заинтересовались Sony. Sony хотели, чтобы компания сделали нового героя для новой игры в преддверии выпуска PS2. Прайс предложил всем подумать над тем, что можно изменить. Хастингс предложил идею о ящере-инопланетянине, который путешествует с планеты на планету, собирает оружие при бомбасции, а потом еще оружие и еще оружие. Начало карьеры Ratchet и Clank, кстати, такое и получилось. Главный художник Дэвид Гуэйтин стал рисовать наброски, и ящер превратился в пещерного человека, которому робот, спасающий галактику, открыл чудо межзвездных полетов. Дэвид сделал десятки набросков, прежде чем этот неандерталец превратился в более героическое существо – Ломбакса. Его оружие также превратился из простой дубинки в мега-гаечный ключ OmniWrench 8000. А знаете, какая еще особенность у ломбаксов? Перчатки! Так на свет и появился Ratchet и Clank. Insomniac с энтузиазмом взялись за разработку, и все пошло отлично. Но тут встал вопрос, а где взять движок для игры? И где взять деньги на него? Insomniac решили пойти на хитрость. Они захотели обмануть Sony, так как деньги можно было получить только у них. Insomniac смоделировали несколько панорам и показали их главным людям из Sony, выдав за сцены из игры. Тем все понравилось и деньги пошли. Про оружие не буду забегать вперед и расскажу про него чуть попозже. У Insomniac все равно оставалась проблема, не было движка для игры. Тед Прайс вспомнил о своем старом друге, Джейсоне Рабине, сооснователе компании Naughty Dog. Это же те, кто продает свою игру третью плойку подряд. Ну да, пошел я нахер. Rockstar со своей GTA 5, кстати, тоже недалеко ушли. Для тех, кто не знает, Naughty Dog, авторы Crash Bandicoot, Jack and Daxter, Uncharted и The Last of Us, выпускают уже третье поколение подряд свою чертову ТЛОУ. Купите в PS3, играйте в нее себе спокойно. Зачем выпускать один и тот же продукт уже третий раз? Ну, тогда же не будет рейтрейсинга. Печальный опыт с Киберпанком показал, что вместо RTX лучше нормальный сюжет сделайте. А тот Low 2 вышел таким хреновым в плане сюжета, что лучше бы я играл в Марио. А люди на Метакритике разделяют со мной мое мнение. Но мы отвлеклись. Insomniac и Naughty постоянно устраивали совместные вечеринки, и работники частенько обменивались идеями и опытом. Люди были не чужи друг другу, и Naughty с радостью поделились своим движком, который был написан для их игры Jack and Daxter. Ratchet и Clank вышел в ноябре 2002 года, опоздав на 2 года к выходу PS2. И отсюда мы плавно переходим к сюжету игры. Предупреждаю сразу, не ждите здесь русской локализации. Если кто и выпускал озвучку, то компании, которые сначала записывали голос, потом заливали это на игровой диск. Озвучка Лило и Стич до сих пор вызывает у меня вьетнамские флешбеки. Да, я учу его, как быть хорошим. Я вижу. Хорошо. Почему бы теперь тебе не вернуться домой и не быть хорошей девочкой? Хорошо. Игра начинается с того, что нам показывают, как Ratchet чинит свой корабль, но для того, чтобы улететь с планеты, ему не хватает последнего компонента. Алло, это Геральт из Ривии? Срочно примите заказ. Рыжее чудовище с гаечным ключом угрожает всей вселенной. И как вы, блядь, не научитесь? Алло? Алло? Пожалеет же потом. В это же время нам показывают, как на какой-то, позже по сюжету станет известно где, фабрике штампуют роботов. После этого возникают мысли, что делается армия для захвата планет. И из этого конвейера вылезает наш второй протагонист, Кланк. Увидев что-то, что запрещено показывать геймерам, Скорее всего, цены на бензин в Америке. Кланк забирает инфобота и сбегает с планеты. Но после побега с планеты его преследует патруль из роботов и умудряется даже подбить. Кланк падает на поверхность Велдина, где находится и Ratchet, ну нихера себе совпадение, и после этого нам разрешают поиграть. Даже спустя 20 лет в игру приятно играть, с технической точки зрения. Зайдя в игру в первый раз, даю гарантии, что сначала вам будет неудобно играть, из-за того, что в игре присутствует инверсия. Поворачиваешь стик влево, а камера двигается вправо. Ну и так как я ленивая же, я не поинтересовался заглянуть в настройки и посмотреть, можно ли отключить инверсию. Но спустя час
Ты привыкаешь к этой инверсии. Во вселенной Рэчета действует своя валюта – болты. Бросаться болтами в аномалии даже не пытайтесь, это вам не сталкер. В нашем случае на болты можно покупать оружие, а его тут до ядрени фени, и продвигаться дальше по сюжету. Чуть позже я затрону эту тему. Болты, понятно, берутся из ящиков, пошел вон рыжий бандикут, и из врагов. Чем сильнее враг, тем больше болтов из него падает. И еще плюс Рэчету и Кланку за то, что временами появляются подсказки, которые помогают не запутаться в игре. А я бывало летал на планеты, на которых уже находился, и не знал, что там делать. Даже при условии того, что моего уровня английского хватает, чтобы понять весь интерфейс. Ну да ладно, давайте рассмотрим оружие. В игре присутствует 15 видов оружия, не считая золотых пушек и омни-ключа. Каждое оружие по-своему лучше предыдущего. Каюсь, использовал не все оружие в игре. Я не использовал ложную цель, хотя использовал во второй части. Не использовал Рина, хотя его функционале мне известно. И не использовал Теслу и пушку наподобие Валькирии из Call of Duty. Вообще нигде. Но даже с этим фактом любимое оружие у меня все равно есть. Если не смотреть на Рина как аннигиляторная пушка, то я больше буду любить бластер. Потому что его патронов и аима хватает, чтобы прибить очень много врагов. Да, Девастатор убивает ничуть не хуже бластера. Но Девастатор сохраняется для большинства боссов и сильных врагов. Когда бластером я пользовался на протяжении всей игры, не имея сомнений, что противник ляжет после 30-го выстрела. К оружию босса мы еще вернемся. Пока продолжаем идти по сюжету. Снося несколько жаб и роботов, которые прилетели к разбившемуся кораблю, Рэчет добирается до Кланка, и последний сообщает, что ему срочно нужно связаться с капитаном Кварком, супергероем галактики Солана, где и происходит данный сюжет, так как галактике угрожает Алонзо Дрек, председатель Дрек Industries и диктатор расы Бларгов. Если что, это была его фабрика на планете, откуда сбежал Кланк. Дрек хочет создать идеальную, по его версии, планету, так как его родная планета загрязнена настолько, что жить стало невозможно. А если говорить не мягко, Бларги засрали свою планету. Берите на заметку, человечество. А из чего создается его планета? Из останков других. И сейчас Дрек решил угрожать жителям планеты Навалис. Зачем-то при этом сообщил о своих целях по поводу уничтожения планеты. Искусственный да, интеллект нет. Ты дешевка. Рэчет соглашается помочь Кланку найти Кварка. И Кланк, оснащенный той самой нужной деталью для корабля, быстро улетает с Рэчетом с поверхности Велдина. А патруль, который прибыл на планету, видимо, ушел корабли заправлять. Смотря на это, вспоминается что-то такое. Ты что, залил временной сок? Не знаю, там было 2 колонки. Их бы не мешало подписать. Тем не менее, наш дуэт начинает знакомиться друг с другом. Please return your appendages to the steering mechanism, sir. Huh? Oh, right. Sorry. Oh, and by the way, you can stop calling me sir. The name's Ratchet. Pleased to make your acquaintance, sir. You got a name? My serial number is V54296. Oops. I'll just call you Clank for short. Клим Саныч. Добрый день. Вы, главное, Кланк как клонам из Звездных войн не показываете. У них с дроидами разговор короткий. Прилетев на Навалис... Ехай, блядь, ебучая бочка! Извините, впечатавшись в горную породу планеты Навалис, Наши герои должны остановить вторжение Бларгов и найти новый корабль, так как старый не подлежит ремонту. ну и пока я не начал дальше говорить про сюжет, давайте затронем еще один элемент игры – музыка. Музыкальное сопровождение, которое встречается на каждой планете, идеально передает атмосферу всего происходящего. Мне больше всего нравится музыка на Керване, это 3-я планета. И музыка за Кланка на Небуле G34. Это 5-я планета. Люди, которые отвечали за музыку, это заслуженные 10 из 10. Если смотреть на будущие игры по РНК, Рэчет и Кланк в сокращении. то там как музыка, как и графика, как и огромное количество вооружения, как и сюжет в конце концов. Все сделано очень здорово. Всегда найдется какая-нибудь опухоль, даже в такой вселенной. Я расскажу в будущих видео про первые звоночки Insomniac. Вернемся к сюжету. На каждой планете у нас есть задание, и мы сами можем решить, что выполнять в первую очередь. Нелинейность, хули. Но задачи, которые нам дают на планете, мы обязаны выполнить все, иначе не получим какой-нибудь нужный девайс или инфобота, чтобы продолжить игру. Нас наебали, хули. Мы проходим вглубь насосной станции, где встречаем сантехника Константина. Look, plumber's crack. What did you just say? I said, look, the plumber's back. All right, wise guy.
Shouldn't you be on one of them escape transports? Пламбер появляется практически во всех частях РНК и до сих пор остается самым таинственным персонажем. Отсюда начинается первый минус игры. Пламбер, как и в будущем многие персонажи, хочет содрать с нас денег и продать Именно продать. инфобота, который нужен, чтобы идти дальше по сюжету. Минус игры в том, что если ты в первый раз проходишь ее, ты не знаешь, где ты встретишь таких цыган и сколько это будет стоить. Из-за чего приходится экономить и не покупать новое оружие, иначе придется фармить на других планетах. Благо, Пламбер отжимает с нас всего 500 болтов и выдает нам инфобота, в котором сказано, что известный хавербордер Скит Макмаркс потерпел крушение на планете Аридия, куда нам в любом случае нужно слетать. Останавливаем вторжение бларгов на Навалисе, смотрим инфобота от мэра Навалиса и узнаем, что Кварк находится на Керване. Нам выдают курьерский корабль. Cool. You can count on us, sir. Right. Thank you, your chairman shipliness. После чего летим на Керван, искать Кварка. Вместо Кварка находим доп. Задание. Собственно, почему бы и нет. И идем проходить полосу препятствий. Правда, этой полосой-то трудно назвать. Просто использую двойные прыжки, чтобы не упасть в пропасть. Сюда даже не нужен Helicopter, helicopter. Доходим до вершины, катимся на зиплайне, слушаем, какие мы, Dungeon Master. и получаем приз за прохождение этого курса. Вернее, покупаем приз, потому что... That's not fair. Too bad, life's not fair. Если Insomniac так оправдали покупку важного оборудования в игре, то у меня есть свой аргумент. Ты ебанулся, что ли? В любом случае, выбора у нас нет, и мы покупаем свингшот. Девайс, который помогает преодолевать преграды посредством притягивания или полета в определенной точке. Иными словами, я могу использовать паутину Человека-паука только в определенных местах. Стражи закона на планете отсутствуют, поэтому нам приходится расстреливать бларгов, псов и вертолеты. Доходим до магазина Алла, который в последний раз общался с Кварком. Но нам сообщают, что Ал не видел капитана после того, как они записали рекламный ролик. Позже Ал сообщает, что может сделать апгрейд кланку, усовершенствовать мальца так, чтобы можно было летать. Проворачиваем старое доброе цыганство, и кланка превращают в... Helicopter, helicopter. Честно, превращение кланка в хеликоптер мне понравилось. Я не про анимацию, а про дальнейшее его использование. Если у Рэчета с самого начала игры был двойной прыжок, то благодаря кланку мы получили тройной прыжок, который называется Boost Jump. Плюсом мы можем перелетать преграды, где двойной прыжок бесполезен. В игре масса секреток, где хелипак от кланка нужен 100%. Плюс сюжетная линия. Так что хорошо, что его вписали в сюжет как необходимую вещь, а не да он когда-нибудь там пригодится. Кстати, о разговоре про секретки. В игре есть так называемые золотые болты. Думаю, не надо долго рассказывать, что такое секретки. В массе игр свои секретные места и различные предметы. В РНК присутствует 40 золотых болтов, и раскиданы они по всем планетам. Да, я ленивая жопа. Нашел всего 10 золотых болтов. Хотел бы пройти РНК на платину, потратил бы чуть больше времени. Еще в игре есть так называемые скилл-поинты. Как я понял, нужно выполнять определенные челленджи, чтобы получить один скилл-поинт. Ох уж эти соцсети с их челленджами. Но все лучше тиктоков Октябрьского путча. Думаю, гадать не надо, что я выполнил не все, а всего 3, и то случайно. Хотя, если прочитать суть задания, хочется сказать, что выполнить их довольно легко, даже если проходить игру в первый раз. Уничтожаем по пути бларгов, и так как до выхода GTA San Andreas еще 2 года, то CJ не погонится за нами и поездом. Доходим до начала состава, преследуем инфобота и от него узнаем, что Дрек уничтожает очередную планету, вырубая леса. Либо технологии вселенной РНК деградировали, либо Дрек хотел срубить елку, чтобы посадить ее на своей планете. Вот так вот выглядят деревья, посаженные на планете председателя Дрека. Правда, они растут уже 6 лет, но ничего страшного. Так отец сделал, так Америка делает. Теперь у нас есть координаты планеты Эудора. С вашего позволения я буду называть ее Эндор. Звездные войны пошли нахер. Сажаем нашу тушку в космическую маршрутку и летим на Эндор. Сразу после выбора планеты проигрывается катсцена, где Дрек все-таки получил его любимые елки и приказал лейтенанту уничтожить все, что находится на орбите. Но вместо уничтожения елок мы будем уничтожать роботов и бларгов. Открываем несколько вакансий на работу дровосека и охранника Красного Дуба. И доходим до, вы не поверите,
пылесоса. Кажется, эти роботы устали охранять это дерьмо и хотели самоубиться. Иначе почему он меня не атаковал, непонятно. Пока не пошли по сюжету, хочу затронуть ХП главного героя. У Рэтчета всего 4 жизни. Одно попадание равно минус 1 жизнь, соответственно. Хилится наш герой наноботами, которые раскиданы почти везде. За что спасибо. Потому что временами начинается такой Dark Souls, что срочно нужны ХП. Когда у Рэтчета остается 1 жизнь, у него появляется своего рода отдышка от происходящего, которая даже не намекает, а показывает, что герою плохо. Если он не найдет медпомощь, то он умрет. Как в фильмах, как в сериалах, как в играх. Я очень люблю такое внимание к деталям. Разработчики ведь могли не добавлять такую мельчайшую деталь, никто бы и не заметил. Но этим Insomniac только разнообразили игру. И на минуту, на дворе 2002 год. Получаем заслуженный нахер никому не нужный пылесос и идем искать лейтенанта. Но возникает проблема. Не хватает нужного оборудования для продвижения, о чем я, собственно, предупреждал. Об этом и говорит наша ассистентка. Поэтому остается только лететь на Аридию, помогать Скиду. Но чтобы больше не возвращаться к Эндоре, я расскажу про нее полностью. Но сначала маленькое отступление. В РНК есть такая проблемная фишка, что если ты умрешь где-то на половине прохождения планеты, ты возвращаешься не на какой-нибудь чекпоинт, нет. Ты возвращаешься в начало миссии, к кораблю. Кораблю, Карл! В Crash Bandicoot хотя бы были ящики с чекпоинтами. Хочешь ломай, хочешь нет. Из-за чего не приходилось начинать миссию сначала, только если ты сам не рисковал. Эта проблема больше всего бесит на Орксоне и Велдине. Последняя планета уже под финал. Из-за того, что ты можешь либо упасть в пропасть, либо умереть от дохриллион врагов, либо выйти из игры и продолжить прохождение на следующий день. Ты рискуешь начать миссию с самого ее начала. Я не отрицаю, что РНК 02 года сделали хардкорной. Эта игра испытывает твое терпение и умение аккуратно отыгрывать те или иные действия. Но когда ты умираешь 15 раз и тебя постоянно откидывает в начало миссии, терпения может не хватить. Это благо не God of War с ее последней сложностью. А до появления первых сложностей в РНК у нас еще 2 игры. Так что и на этом спасибо. Доходим до лейтенанта, и если вы ждали битвы с боссом, то спешу вас огорчить. Он просто сбегает, оставляя нам инфобота. А Рэтчет начинает позировать для следующей обложки игры, так как это стоп-кадр будто для Rift Apart готовился. В инфоботе Дрек рассказывает про его исследовательскую станцию, и Рэтчет хочет получить некоторые гаджеты с этой станции. И отсюда начинается включаться ЧСВ нашего главного героя, так как вместо продолжения поисков Кварка, Рэтчет хочет обмундировать себя за просто так. Он сумел обмануть Кланка, сказав, что, возможно, на станции все еще есть Дрек. Или, на крайний случай, можно поговорить с учеными. На станцию летим потом, потому что по сюжету нам нужна Аридия, а Эндор я просто хотел закончить. Прилетаем на планету и находим Скида, который просит нас найти его агента, так как из спасательной капсулы упали в разные места. И помогаем ему от песчаных акул, которые его окружили. Взамен мы получим его хаверборд. Клан говорит, что у них нет времени и они ищут Кварка, но у Рэтчета снова включается ЧСВ, и он хочет заполучить новенький борт. Уничтожаем всех акул с 3-й попытки и получаем борт от Скида. A brand new Z3000! You can't even buy these! Борт нам пригодится чуть позже, а мы идем искать агента. Попадаем на какой-то завод и находим там Треспессер. Оборудование, которое помогает обойти замки во многих местах. Именно такая штучка нам пригодится на Эндоре, чтобы пройти дальше по сюжету и получить координаты станции. Взламываем замок, уничтожаем по пути огнеметчиков и песчаных акул и доходим до агента. Бывший агент Скида говорит, что больше не хочет с ним работать. И говорит Рэтчету, что если он принесет кубок с гонок по хавербордам, то Рэтчет станет следующей звездой. Понятное дело, что у Кланка свои планы, а у Рэтчета снова включается ЧСВ. На Аридии пока больше делать нечего, а про Эндор я рассказал, поэтому летим на станцию. Наша ассистентка сообщает, что неподалеку находится военный корабль Бларгов, на котором есть ценное оборудование. Недолго думая, реквизируем шаттл и летим исследовать корабль. Какого-то массового геморроя походу не будет, если только под конец, так как красные кнопки всегда были злом, и мы запустили процесс самоуничтожения. Был бы на корабле Дрек, было бы что-нибудь такое. Лорд Злыдень, звезда номер 1. Самоликвидация
Деактивировано. Забиваем на врагов, так как времени действительно мало. Забираем с собой инфобота и просим Дрека искать материалы на новый корабль. Из инфобота мы наконец-то узнаем, где находится капитан Кварк. Он находится на Рилгаре, где проходят гонки по хавербордам. Но чтобы жизнь не казалась медом, на Рилгаре также проходит вторжение амебоидов, желеобразных монстров, созданные еще одним злодеем, доктором Нефариусом. Нефариус впервые появляется в Up Your Arsenal. Это 3-я часть РНК. Про него я и расскажу, когда до нее доберемся. На станции мы не заканчиваем, поэтому идем ее исследовать дальше. Так как у нас нету никакого скафандра для выхода в космос, нас переключают на Кланка, где мы впервые полноценно можем за него поиграть. И честно, мне понравился ход разработчиков, где можно играть сразу за 2 героев. Если Рэтчет берет силой, то Кланк умом. Что подтверждает мои слова Скорпион, который мешает пройти вглубь станции. Кланком мы находим гаджеботов, я их буду называть каджитами, которыми мы можем манипулировать как захочется. Можно приказать стоять на месте, следовать, атаковать или войти. Можете выключить свою фантазию по поводу войти, вы меня не так поняли. Ботами мы уничтожаем Скорпиона и доходим до двери, которая предназначена для наших маленьких бойцов. Вот здесь мы и используем функцию войти. Достаем еще одно нужное оборудование, которое называется гидродисплейсер, но я буду называть ее гидропушкой. Вкратце, эта пушка высасывает воду в тех местах, где это доступно, и накачивает водой после второго использования. Так можно пройти труднодоступные места, где плавают либо акулы, либо может не хватить воздуха. Отдаем гидропушку Рэтчету и идем вглубь станции, потому что в проморолике мы видели глиссеры, и за ними мы сюда пришли. Но вместо ботинок мы находим огромного босса Скорпиона. Это не Немезис из Resident Evil 3, поэтому справиться с ним не составляет огромного труда. Убиваем это членистоногое и находим инженера, у которого находятся наши глиссеры. Естественно, в мире РНК ничего нет бесплатного, поэтому ботинки придется купить. Sell? After we just saved your scrawny butt? All right. I'll give you the employee discount too. Так он продает ботинки еще и по скидке. А не по скидке, сколько бы это стоило? 20 тысяч. Покупаем глиссеры, катимся по ним по рельсам, дабы показать новую фичку, и летим на Рилгар. Из-за вторжения на Рилгаре просто так не получится поговорить с Кварком и поучаствовать в гонках, поэтому нужно помочь разобраться с амебоидами. Но проблема в том, что охрана, которая должна заниматься очисткой города, считает нас тоже паразитом, из-за чего приходится воевать на 2 фронта. Хеликоптер от этой армии мы, к сожалению, не увидим, а вот танки в городе расставлены спокойно. Правда, из бластера их вынести на раз и 2, да и похож он скорее на разбрызгиватель. Видимо, нормальную технику выделить не смогли. Но мы разбираемся со всеми неприятелями и доходим до самого сладкого. Okay. Ratchet. I'm kidding. Sorry, he's not for sale. What's a rhino anyway? Rip ya a new one. What did you just say to me? What you say about my mama? Ты сказал про мою маму? Why, that's the most powerful missile launcher in the galaxy. I know it's worth a lot of bolts. И Кланк не соврал. Рина действительно стоит уйму болтов. Спасибо, что Рина не обязательный предмет. Однако пушка действительно неплохая. Рина очень похож на гаусс-пушку из Сталкера, на миниган из Call of Duty, на звезду смерти из Звездных войн. Спасибо, я поняла. Это вундервафля, самое лучшее оружие, что есть во вселенной РНК. И я сразу отвечу на вопрос. Нет, я его не купил. Свой первый Рина я собрал в Rift Apart, а увидел его впервые вообще в фильме. Я поздно осознал, что зря не купил. На финального босса он бы очень пригодился. Но до него еще дойдем. А нас ждут Кварк и гонки на досках. Уничтожаем охрану, амебоидов, танки, затапливаем помещение, чтобы амебоиды больше не появлялись в городе, и топаем на гонки. Проходим гонки на хавербордах с 10-й попытки и получаем платиновый зумератор. Хрен знает для чего он нужен, но этого хватает для нашего агента на Аридии. Агент выдает нам шлем, который называется Sonic Summoner. Я им ни разу на практике не пользовался, но в кат-сцене сказано, что это летающий помощник, который расстреливает врагов на расстоянии. После этого идем к Кварку, но охранник говорит: Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Проворачиваем цыганские фокусы. 4000 болтов! Я охерел просто. Находим Кварка в трейлере, но оказывается, что он уже в курсе о том, что Дрек угрожает галактике. И просит именно нашей помощи, чтобы остановить его. Кварк выдает нам инфобота, где нам выдают координаты следующей планеты. И где находится тренировочный курс Кварка. Отныне РНК превращается в цельнометаллическую оболочку. Маленький подонок. Я запомню, как тебя зовут. Твоя жопа в моих руках. Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать, ты будешь учиться от и до. Я буду тебя учить. Берем корабль, летим на Умбрис. Кварк уже нас ждет в своем... Helicopter.
Топаем проходить курс от Кварка, но использовать будем другую музыку. Проходим курс с 5-й попытки, и Кварк просит нас встать на платформу. Кланк безоговорочно соглашается, а на Рэтчета впервые напало озарение, и он начал думать, что что-то здесь не так. Чутье Рэтчета не подвело, и Кварк предает главных героев, потому что он является официальным представителем новой планеты Дрека. И капитан не хочет, чтобы Рэтчет и Кланк остановили Дрека. На нас натравливают тролля, но убить его легче, чем Скорпиона. Просто снести немного хп, потом сделать так, чтобы он провалился в лаву. Проделываем такой трюк несколько раз, пока тролль не утонет с потрохами. Находим инфобота, где корабли Дрека напали на планету Баталия. Иронично, однако. И после этого инфобота начинает разгораться конфликт между нашими героями. Рэтчет злится на Кланка за то, что так тупо позволил ему и себе попасть в ловушку Кварка. И хочет расквитаться с капитаном, бросив геройские штучки по спасению галактики. Бросить Кланка Рэтчету мешает только одно. How do you start this stupid thing? Have you forgotten? You need a robotic ignition system. Во всех кораблях, что ли, отсутствует эта важная деталь? Или это герой такой особенный? Получаем новый корабль и летим на Баталию. Рэтчета в какой-то момент можно понять. Его надурили, и он хочет отомстить. Но из-за этой мести он плюет на жителей других планет. И на Кланка, так как теперь его волнует его личная вендетта. То есть в Рэтчета снова включается ЧСВ. Конфликт между героями будет еще долго продолжаться, но пока вернемся к сюжету. Прилетаем на Баталию, где нам говорят, что нужно активировать турель для сбития бомбардировщиков. И вот моя первая ошибка за прохождение этой игры. В игре есть селектор оружия, и вы можете его спокойно настроить через меню паузы. То есть решаете вы, что и где будет лежать. Предмет можно также убрать из селектора. Опять же, решение за вами. А в чем, собственно, ошибка? В том, что я ставил оборудование для сюжета в этот селектор, когда мог выбирать его непосредственно из меню паузы. Я захламлял ими место для оружия, потому что не знал, что ту же гидропушку можно взять из паузы, не прибегая к селектору. Если будете играть в эту игру, берите себе на заметку и не повторяйте моей ошибки. Перед походом до турели мы идем к рельсам и катимся по ним на наших глиссерах, потому что в конце пути есть паренек, у которого есть для нас инфобот. И да, за плату. Из инфобота узнаем координаты планеты Гаспар, потому что нам очень нужен шлем. На самом деле он нам нужен для полетов на корабле, но об этом чуть попозже. Но сначала Баталия. Рэтчет опять начинает раздражать своим диалогом с Кланком. Is that all you can think about? Drek this and Drek that? I got my own problems. If you cannot see the importance of this situation, you do have problems. Yeah? Well, if you're so smart, how come you fell for Quark's stupid trick? Но выбора у них нет. Да, и у меня его тоже нет. Но хотя бы у вас есть выбор, поставить лайк этому видео или нет. Поэтому идем дальше до турели. И название планеты начинает себя оправдывать. Здесь такая баталия, будто попал во Вьетнам. Враги прячутся в кустах, танки катаются где только возможно. Меня буквально стреляет все то, что только может стрелять. С горем пополам доходим до командира, но проблема в том, что гайка, которая активирует мост, находится на другой стороне. Туда можно попасть, используя вентиляционную шахту. Но вот проблема. Нужны магнитные ботинки. Командир выдает нам инфобота с координатами Орксона, родной планеты Бларгов. Именно там находятся наши ботинки. С Баталией у нас действительно нету выбора, и нужно лететь на Орксон. Но перед этим заскочим на Гаспар за шлемом для полетов на корабле. На Гаспаре ничего интересного нет, поэтому сквозь пот, кровь и слезы мы доходим до заветного шлема и летим на Орксон. Орксон славится тем, что органические жизни не могут дышать без маски. Потому нас снова переключают на Кланка, а Рэтчет остается на корабле. Находим кланком каджитов и оформляем скорпионов версии 2.0 на вечный покой. Проходим несколько головоломок с помощью каджитов и находим те самые магнитные ботинки, которые нам так нужны на Баталии. Также мы находим инфобота с координатами по Китару, местного курорту по типу Сочи, Анапы или Турции. Кланк не особо хочет делиться с такой информацией, потому что знает, что Рэтчет в очередной раз подумает о себе. Кланк все равно показывает инфобота, где нам показывают О2 маску, которая так необходима для того, чтобы находиться на поверхности Орксона. Ну и после этого начинается очередной срач. Oh, come on. Switch off your nerd circuits and have some fun. Look, we'll go just long enough to pick up the O2 mask. Perhaps the extra oxygen will help your brain to function properly. Yeah, and maybe the salt water will rust your mouth shut.
Без маски на Орксоне делать нечего, поэтому мы возвращаемся на баталию. Возвращаемся к той злополучной шахте, и с помощью магнитных ботинок мы теперь можем пройти. В чем же проблема нахождения на магнитной поверхности? Невозможно вести стрельбу. В будущем этой игры будут такие моменты, что стрельба очень сильно была бы нужна. Но тогда бы игра была слишком легкой. Поэтому нам приходится пользоваться ключом, чтобы сбить мелких и одноглазых роботов. Доходим до здания и, о боже, перед нами встают два танка. Но, как бывает в лучших традициях танков, делаем из танков металлолом и отправляемся к турели, где нас поджидает уже старый добрый пламбер, который занимался починкой пушки. Благо, он ее отремонтировал, и теперь мы можем отправить Бларгов кормить акул. Сбиваем 4 бомбардировщика и получаем металлодетектор. Я понимаю, что этот гаджет дали бесплатно, но, сука, металлодетектор. С этим детектором можно искать болты, которые закопаны под землей. Правда, дают там ни о чем, всего 50 болтов. А можно это говно вернуть обратно? Благо, детектором я пользовался реже, чем Даркнетом, поэтому улетаем с баталии на Пакитару за О2 маской. По прибытии заходим на некую насосную станцию и находим там человека, который ищет редкий минерал, раританиум. На Пакитару этого минерала было полно, но сейчас его нигде нет. You will find raritanium for me. No, I will not. Это не те дроиды, что вы ищете. Это не те дроиды, что мы ищем. Нам дают наводку, что на планете Ховен находится этот минерал, поэтому чуть позже мы туда слетаем. Возвращаемся к кораблю, где нас ждет представитель Пакитару. Он нам и рассказывает, что Бларги решили отравить воды курорта, и вся живность превратилась в мутантов. И у него есть наша будущая О2 маска. И тут даже Рэчет устал от того, что везде действуют цыгане. Happen to have one, count them one, O2 mask left. How much? It's not for sale. Продавать маску нам не хотят, но предлагают сделку. Мы уничтожаем корабли Бларгов, нам бесплатно дают маску. Как говорится, говно вопрос. Мы с нашим новым другом, который ничего не делает, убиваем изменившуюся живность, похожую на рыбу фугу, и добираемся до гаража, где находится истребитель. Но появляется новая проблема. Что ж так много проблем за одно видео? Замок гаража никак не открыть. Гений, кто поставил эту нажимную плиту, ее теперь никто не может открыть. Нас отправляют за консультацией к Бобу, который подскажет, что делать с замком. Боб также может улучшить Кланка, дав ему вместо вертолетного пака двигательный. Иными словами, нас ждет джетпак ограниченного масштаба. Покупаем новое улучшение и открываем замок гаража. Можем садиться в корабль и под замечательную музыку выносить Бларгов. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. На самом деле, управление кораблем очень удобное. Все лучше, чем играть в War Thunder на джойстике. Возвращаемся на Орксон, и мы теперь можем полноценно играть за Рэчета. А дальнейший процесс игры хотелось бы охарактеризовать в песне. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Как у меня горит очаг. Иди сюда, ну-ка. Вот настолько у меня сгорело за прохождение этой планеты. Летающие птеродактили, скорпионы, чертовы истребители. Умножить это на 10, и планету становится тяжело пройти. А еще я вам напомню про замечательные чекпоинты. Если ты умираешь, возвращаешься к кораблю. В моем случае я возвращался к магазину, но от этого места до корабля рукой подать. Раз и так с 8-го проходим этот злоебучий улей и подбираем инфобота с координатами планеты Ховен. В инфоботе говорится, что Дрек создал ракету, которая способна взорвать планету, и он хочет ее проверить с помощью корабля, как раз на этой планете. И у Рэчета начинается просыпаться совесть, несмотря на его вендетту. I'm still gunning for Quark. If we end up taking out Drek too, hey, fine. What? You do care. Don't push it, pal. Исследовав планету дальше, можно обнаружить автомат с газировкой, который способен увеличить количество ХП. Кола-кола. Ебет похлеще, чем ебола. Колу можно выпить 4 раза. Количество берется с учетом, когда вы впервые подходите к этому автомату. В первый раз вы платите 4000 болтов. Вроде не варварство, даже круто, что у тебя теперь 5 хп. А вот если хочешь еще плюсик, то плати 30 тысяч болтов за каждую следующую банку. Ну а хули нам, ворам? Я ни на что не намекаю, но
выбираю между Рина за 150к и ХП за 94, вам не кажется, что здесь болты заработать тяжелее, чем расплатиться Сбербанком за границей? Серьезно, откуда я легально должен достать почти 250 тысяч болтов? Есть всякие баги, которые позволяют нам фармить энное количество. Но я спрашиваю про легальный способ, кроме как возвращаться на планеты и заново ломать ящики. Это я еще не брал в учет цыган, которые продают нужные нам гаджеты. Выпиваем баночку колы без сахара и летим на Ховым, останавливать ракету и искать раританиум. Но мы опаздываем, ракета уже закреплена на корабле. Следовательно, теперь план осложняется и нужно добежать до корабля. Также нам решили показать новую фишку игры — стрейф. Чтобы не писать диссертацию на тему, что такое стрейф, то скажу вкратце. Стрейф — это движение боком из стороны в сторону. Чтобы активировать стрейф, нужно использовать кланка в роли джетпака. После этого можете двигаться из стороны в сторону, что очень помогает с множеством врагов. Стрейф прекрасно доработали в следующей части РНК. Когда идем до нее, я затрону обязательно про стрейф. По традиции, хороним Бларгов со словами «Земля бетоном», решаем головоломки, находим золотые болты и доходим до торговца, который предлагает улучшить гидропак кланка, чтобы можно было быстрее плавать под водой. И в этот момент ПСК сказала: «Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй!» Поэтому пришлось подзаряжать джойстик. Решив все проблемы с техникой, покупаем улучшение и доходим до корабля. Но корабль решает отправиться в прекрасное далекое, в самый ненужный момент. Благо, неподалеку находится турель. И сбиваем не только корабль с ракетой, но и... Корабль благополучно сбит, и мы находим инфобота с координатами лунной базы планеты Гемлик. В инфоботе Дрек снова говорит что-то спереть и уничтожить планету до основания. Видимо, елок ему было мало, теперь ему нужны громоотводы. Задерживаемся на планете дольше, чем это необходимо, так как еще нужно найти раританиум. И мы его находим, и на удивление без цыганства. Получаем раританиум, отдаем его персонажу на Пакитару, и он дает нам гаджет, который позволяет получить скидку в магазине оружия. Кстати, за отсылку на Звездные войны респект. Теперь летим на лунную базу, которая находится на орбите Атлантиса. По катсцене мы видим, что Дрек приказывает Кварку лететь на ту самую базу, взять Старфайтер и разобраться с нашими героями. Конечно же, под угрозой того, что Дрек откажется работать с Кварком. Оказываемся на базе, покупаем в магазине перчатку Дикой и видим, что Рэчету не особо и надо дышать в O2 маске. Не, ну а что? Без O2 маски я бы и сам хотел вдохнуть пустоты космоса. Вернемся на базу. Помимо обычных врагов, которых и так тьма тьмущая, нам еще придется уничтожать вышки, которые несут большие проблемы из-за того, что питают ворота электричеством. Ни на что не намекаю, потому что Ubisoft выпустили своего первого ассасина в 2007 году. Ах да, еще кроме вышек понаставили пулеметы, как в день Д. И я не преувеличиваю. Если на всей базе почти везде можно обойти эти машинганы, то в конце миссии будет момент, где хрен ты обойдешь и пулеметчиков. Ну или я тупой, потому что пришлось пользоваться мелкими защитными роботами, чтобы не убили. Ну и по традиции, уничтожаем птеродактилей, бларгов, вышки, истребители, в глубине базы проходим кислотные лавовые ванны и доходим до Кварка. А если ты доходишь до антагониста, то что происходит? Выстрел в голову. Так, стоп. А, стоп, это в Call of Duty. Битва с боссом, во. Кроме того, это еще и космическая битва с боссом. Душная, но интересная. Проблема миссии в том, что ты должен сфокусироваться не только на корабле Кварка, но и на его ракеты. Если на то пошло, то и на бларгах. А ракетами Кварк флудит знатно, так что не успеваешь нанести ему урон. Хотя, я соврал, если с ракетами еще как-то можно справиться, то когда доходим до этапа, где Кварк сбрасывает мины, начинается челлендж. Мин в тебя летит столько, что нету узкого коридора, чтобы пролететь между ними. Поэтому приходится жертвовать немного хп. Сбиваем Кварка с первой попытки. Да, тут я и сам охренел. И наблюдаем, как корабль с Кварком падает на орбиту Атлантиса, что нам гарантирует, что Кварк в будущем нас больше не побеспокоит. Вендетта Рэчета исполнилась, и мы находим новый корабль для путешествий. Правда, в корабле находился инфобот, который пересказывает все то, что и говорил предыдущий. Дрек напал на планету с целью что-то похитить. Пусть это будут громоотводы. И уничтожить планету с потрохами. И после этого инфобота у Рэчета появилась не только совесть, но и сердце. Look, maybe you were right. This is a lot bigger than you or me. I was really selfish focusing on Quark. It is not too late to stop Drek.
С другой стороны, лучше поздно, чем никогда. И хорошо, что Рэчет это осознал. Коммуниздим корабль и летим на Атлантис. И по прибытии на планету в Кланка ударяет молния. Из-за того, что на планете буквально происходит шторм, Кланка приходится оставить на корабле. То есть сейчас Рэчет меняется местами с Кланком, как это было на Орксоне. Проходить эту планету без хелипака очень сложно. И смертей здесь будет на уровне Орксона, если играть агрессивно. Доходим до рельс, где нас тепло встретят. И покупаем инфобота у контуженного продавца. В инфоботе, как всегда, есть координаты новой планеты и улучшения для Кланка, потому что теперь его можно превратить в настоящего трансформера. Такая ударная сила нам обязательно нужна, но перед отлетом нужно закончить дела. Находим новую, а точнее ненужную пушку, которая способна превратить врага в животное. И угадайте, кого мы находим? Да если бы. Мы встречаем Кварка. Капитан сумел пережить падение корабля и пытается нам продать гаджетроновский ПДА. ПДА позволяет покупать патроны и арсенал оружия на любом расстоянии от магазина. В принципе, это первая полезная несюжетная вещь, поэтому обязательно ее покупаем у Стива. Да, так Кварк решил прикинуться, что он не Кварк. Заканчиваем дела на Атлантисе и летим на Кварту, планету, где был создан Кланк. На Кварту ищем подробную информацию по поводу создания из Кланка меха, но не на заводе. На завод не получится войти без специального гаджета, о чем нам даже сообщают в игре. Идем в другую сторону и находим там ученого, который создал устройство, превращающее обычных роботов в гигантских мехов. Он хочет уничтожить устройство, а мы соглашаемся содержать роботов. Благополучно трансформируемся, и слово аннигилируем точно не то, чтобы описать весь процесс, который мы совершаем. Выходим на неофициальную арену и очень долго уничтожаем наплыв врагов из хеликоптеров и роботов. После аннигиляции всех врагов, ученый благодарит нас за помощь с саботажем и дает нам инфобота. Новые координаты планеты и так необходимое нам устройство HoloGuys. Гаджет, который способен обмануть роботов, превратившись в одного из них. Визуально, конечно же. Устройство не превратит вас полностью в робота, а создаст иллюзию. Прыгаем в корабль и летим на Колеба-3, планету, где была основана компания Гаджетрон. Конечно же, Дрек знает, что мы туда летим, и посылает против нас его элитный командос. Элитным его сложно назвать, но дотошным вполне. До конца игры они будут очень сильной занозой, потому что стреляют они на достаточно большое расстояние. Рельсы, кстати, на этой планете тоже являются дотошными. Если вы впервые проходите игру, то пройти с первого раза эти рельсы может не получиться. Особенно, если вы еще охотитесь за золотыми болтами. Я особо их не хватал, но для коллекции почему бы и нет? Проходим рельсы с 7-й попытки и доходим до той самой леди, которая всю игру нам помогала своим голосом. Эй, а я? Я чё, зря текст писал для озвучки этой леди? Робо-леди дает нам не сюжетный гаджет, но для охотников за платиной он подойдет. Map-O-Matic. Гаджет автоматически показывает зеленым цветом те места, где скрываются болты. Честно, инсомники молодцы, что сделали такой гаджет, что позволило пройти игру на 100% чуть быстрее. Иначе искать эти болты пришлось бы по гайдам в интернете. Берем бесплатное такси и идем дальше по комплексу, проходя тестовые комнаты Гаджетрона. Не, ну нужно же на ком-то или чем-то оружие проверять. А если бы дошло до ядерной гранаты, то где бы они проводили свои тесты? Да, это многое объясняет. Проходим тестовые комнаты, уничтожаем упертых командос, допиваем очередной энергетик, потому что мне еще писать сценарий на плюс амфибии. Келика, уйди, мы к тебе еще вернемся. И находим директора Гаджетрона, который хочет найти молодую звезду для презентации его нового ховерборда. Так как других претендентов нет, этой звездой должны стать мы. Но нужно прийти первым в гонках на ховербордах на Колеба. Приходим первым, не буду говорить с какой попытки, рекламируем товар и получаем HoloGuys. Но я буду его называть обманыватель роботов 3000. Получив обманыватель, можем возвращаться на Кварту, чтобы проникнуть на завод Дрека. Прямо так и хочу напомнить про свою ошибку с селектором, о которой я говорил в середине ролика. Никогда не делайте так, как сделал я. Нацепил гаджетов в селектор, когда мог использовать их из меню паузы. Так как к финалу игры у вас может быть очень много оружия, но все место занимают гаджеты. Идем ко входу на завод. Где нас будет ждать? Войско железных солдат. Но мы их обманываем с помощью устройства. Главное, убивать роботов очень быстро, потому что вы не сможете атаковать, пока находитесь в маскировке. А если не сделаете из роботов металлолом, то с шансом 99% вы умрете, потому что они нажмут на кнопку и вызовут систему защиты, которую никак не контратаковать и которая владеет системой автонаведения. Так что игра снова превращается в хардкор. Но по сравнению с тем, что творилось на Орксоне и в будущем на Велдине, ты это не так часто перепроходишь. Почти все время мы шифруемся роботом, поэтому
Поэтому переходим к ключевому моменту, когда мы встречаем маму Кланка. Mom? Oh, brother. Hey, look! A sister! После секундного охеревания от того, что компьютер обладает искусственным интеллектом, из конвейера вылезает инфобот. В инфоботе говорится, что Дрейк закончил постройку своей идеальной планеты и находится на орбите Велдина, родной планеты Рэтчета. Дрейк прямым текстом говорит, что хочет уничтожить планету и представляет свой депланетизатор, огромную установку, которая устанавливается на планете и которая способна умножить Велдин на 0, так что от нее ничего не останется. И Рэтчет, мягко говоря, не в восторге от этой новости. Ratchet, are you all right? He is going to pay! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою! What are you smiling at? This is the Ratchet I always knew was there. Конечно же, готовится финал очка, поэтому мы прощаемся с будущим Скайнетом, и во вселенной Рэтчета маму Кланка мы больше не встречаем. I will try to make you proud, Mom. Инфобот подарил нам координаты флота Дрека. Будто и без координат не было понятно, что Дрек находится на орбите Велдина. И мы летим на его корабль, чтобы найти информацию, куда точно установили депланетизатор. Не забываем про ядреное Войско железных солдат. И снова пользуемся обманывателем. Нам придется пробежаться по всем кораблям и даже выйти в космос, так как огромные пушки преградили нам путь. И их нужно уничтожить с помощью космического истребителя. Все зависит от винта. Материальную помощь Drake Industries всем выплатит, поэтому с чистой совестью доходим до мостика, где находим еще одного инфобота, где нам наглядно показывают, что делает депланетизатор, и получаем координаты Велдина, чтобы найти Дрека. Вся эта затея с уничтожением родной планеты Рэтчета очевидна. Дрек так хотел привлечь внимание героев, чтобы самолично с ними расправиться. Либо хотел нанести эмоциональный урон посредством уничтожения Велдина. Потому что я бы тоже охренел, если бы кто-то уничтожил Землю. Прежде чем лететь на Велдин, проплываем в одном из кораблей флота Марафон и достаем оттуда очередной ненужный сюжетный гаджет — Кодбот. Если верить Вики, это устройство нужно для того, чтобы открыть некоторые двери, в основном за которыми хранятся золотые болты. Берите на заметку, потому что Кодботом я не пользовался, а сразу полетел на Велдин. Что и делаем во второй раз, не в обиду охотникам за платиной. Мы возвращаемся туда, откуда начали. Если в начале были цветочки, то в конце игры можно нести канистру с бензином, потому что уже в середине прохождения планеты начнете очень сильно гореть. Я не знаю, как ее можно пройти, не прибегая к спидранам. Я проходил ее по дефолту. Да, я сгорел, но ни о чем не жалею. На Велдине, без преувеличения, мы встречаем армию. Командос, корабли, танки. Уничтожать их легко, но на расстоянии из гранатомета. Попытайтесь уничтожить корабль с бластера, и можно начинать сначала. А я напомню, что начало — это возврат к кораблю. С горем пополам мы доходим до того момента, где нас поджидает сраный батальон из Командос. Хотелось бы соврать, но судя по тому, сколько их там серьезно сидел целый, мать его, батальон. Благо, недалеко от нас находился трансформатор в гигантского меха, поэтому теперь мы можем сократить количество людей в батальоне. И сделать из батальона небольшую роту. Так как Кланк стал аннигиляторная пушка, то мы уничтожаем все и вся и доходим до Дрека, который тоже принарядился для битвы с нами. Стрелять в него ракетами в ответ бесполезно, потому что мы теряем хп быстрее, чем он, поэтому включаем режим живая сталь. Но Дрек не думает играть честно и превращает Кланка обратно в малютку. И сразу после этого Рэтчет и Кланк перестают существовать, и начинается Dark Souls. Чем больше всего славятся Dark Souls при битве с боссами? Тем, что у них до хрена хп и тебя могут вынести по щелчку пальца. Достаточно щелкнуть пальцами и убить вообще все живое. РНК начала выжимать соки из игрока, сделав финального босса очень душным. Душным в плане того, что если вы умрете от него, а у него осталась щепотка хп, придется начинать с того момента, где Кланка вернули обратно в его состояние. А это минус 10 минут времени. Есть лайфхаки против Дрека, о которых я поздно узнал у другого ютубера. Можно использовать обманыватель, превратиться в робота, и Дрек не будет атаковать, а у Рэтчета не будет убавляться хп. Сделали это разработчики нарочно или случайно, трудно сказать. Но этот лайфхак здорово вам поможет при битве с председателем.
Так что готовьтесь частенько умирать от Дрека. После превращения из меха обратно в Кланка, мы вынуждены преследовать Дрека на свингшоте по каким-то сломанным антеннам. У Дрека несколько фаз, что даже помечено на его счетчике ХП. После завершения каждой фазы Дрек стреляет по поверхности из пушки и разрушает земляной покров, и мы вынуждены снова его преследовать по антеннам. Он так сделает всего 2 раза. Потом будет решающий бой на депланетизаторе. Дрек сообщает нам, что именно он загрязнил свою родную планету, и этому есть одна причина — деньги. Дрек собирается так делать и далее, загрязнять и зарабатывать. Помимо драки с председателем, у нас возникает новая проблема — таймер. Дрек активирует депланетизатор, и у нас есть 30 секунд, чтобы предотвратить запуск. Это будет происходить до конца битвы с боссом. Дрек будет пускать кучу ракет, до хрена мин, очень много маленьких приспешников, приближаться на близкое расстояние, чтобы избавиться от нас, стрелять по нам из очень мощной пушки, использовать ракеты, которые взрываются не сразу и в них можно впечататься. В общем, целый арсенал, от которого нужно прыгать, ездить, скакать, чтобы тебя не попали. А еще стрелять по роботу и останавливать таймер. И если вы не выбросили ПС-ку и смогли пройти босса, то узнаете, что Дрек случайно врезался в лазер и из-за ошибок управления робота отлетел на свою планету. И лазер очень удобно теперь нацелен на новую планету Дрека. Ratchet? What's up? You know, this time I am thinking what you're thinking. Недолго думая, бежим к кнопке и стреляем, отправляя председателя на небеса. Но осколки от планеты падают на нас и взрывной волной отбрасывает с депланетизатора. Но Кланк успевает захватиться за выступ. Рэтчет захватывается за Кланка, впоследствии чего рука Кланка ломается, и они падают в пропасть. Но Кланк успевает спасти Рэтчета. Кланк сообщает о его руке, но Рэтчет оставляет его одного, намекая нам о том, что Дрек уничтожен и каждый может идти своей дорогой. You'll be alright. Hey, Tin Can! Where do you think you're going? We, still need to fix that arm. Что же по итогу? Давайте забудем на время, что мы живем в 2022 году и представим, что мы в 2002. На 2002 год игра восхитительна. И это несмотря на то, что в 02 у Ratchet и Clank уже были конкуренты. Вторая часть Crash Bandicoot, Resident Evil на Nintendo, Final Fantasy, GTA 3, Need for Speed, Battlefield 1942 и так далее. Insomniac сделали игру, и эксперимент удачный. РНК был встречен положительными отзывами критиков после выхода. После предварительного просмотра игры GameSpot описали ее как отличная графика, разнообразный геймплей и необычное управление. Использование в игре оружия, а не простых атак ближнего боя, было названо одной из главных особенностей, которая выделяла ее среди других платформенных игр. GameSpot назвал РНК лучшей игрой для PlayStation. Она вошла в топ-100 в Японии, и позже начали продаваться бандлы с этой игрой. Ни одна западная игра не могла так похвастаться своим успехом, а РНК занимал топ-100 и еще 4 года. Позже она получила ежегодную награду «Лучшая техническая графика на PS2» и номинацию на лучшую художественную графику на PS2. А Game Planet заявила, что это просто лучшая платформенная игра на PS2 прямо сейчас. И, возможно, лучшая в любом формате. От себя я бы поставил игре 8 Ratchet'ов из 10. В основном хочется отметить оружие. Его здесь до хрена. И за все прохождение игры я пользовался не всем оружием. Это очень круто. А из минусов я бы выделил цыганство. Потому что, ну серьезно, на каждом углу нужно потратить валюту, которая должна идти на оружие. GameZone отметили анимацию Ratchet'a, восторгаясь деталями его прорисовки. Рецензоры нашли озвучивание игры и другие аудиоэлементы весьма неплохими. И я с ними соглашусь, актерский состав для этой игры был подобран великолепный. Майкл Келли за Ratchet'а, Дэвид Кай за Кланка, Джим Вард за Кварка, Кевин Майкл Ричардсон за председателя Дрека. У всех этих людей за плечами огромные достижения озвучки в мире кино, игр и сериалов. Многие озвучивают и по сей день, некоторые отошли от дел. Как дойдем до Rift Apart, я
Я объясню, в чем там проблема. Аудио тоже не подкачало. Звук стрельбы, удары ключом, музыкальная составляющая. Все выполнено прекрасно и приятно слушать. Критике было подвержено поведение камеры в игре, которое Еврогеймер счел нередко идиотским. К примеру, в сражениях с боссами, в которых камера была сфокусирована на противнике и не двигалась свободно. А по мнению Allgame, трудно было установить эмоциональную связь с главными героями РНК. Allgame заявили, что Ratchet — это типичный подросток, которому не требуется ничего, кроме азарта и приключений. А Кланк — стереотипный интеллектуал, важничающий и до безобразия щепетильный. Насчет Ratchet и не поспоришь, от него ЧСВ наблюдалось больше, чем нормальных игр от Activision. А насчет Кланка не все так однозначно. Кланк настроен серьезно, потому что под угрозой не город, не планета, а галактика. Галактика, мать ее. Если Ratchet не может соображать нормально, то это делает Кланк, иначе всю Солану ждут неприятности от главных злодеев. От себя скажу, что симбиозы героев и вправду странный. То они ладят друг с другом, то хотят друг друга послать на другой конец галактики, то с ними снова все нормально, то снова расстаются и снова сходятся. Признаки подростковой шизофрении. Трудно симпатизировать тому, кого бы время от времени хотелось бы придушить. Но благо, в следующих играх это поправили. РНК дал прекрасный старт для того, чтобы компания и дальше занималась этой вселенной. И даже Sony не пожалели, что взяли Insomniac к себе. Если в то время действительно все решил талант, а не размер твоего толстого кошелька, то Sony не прогадали с Тедом Прайсом и его компанией. И эта компания тоже молодцы, которые выпускают игры и по сей день. Я влюбился в их Человека-паука 16 года. Я полюбил с большой буквы Ratchet и Clank Rift Apart. И только благодаря им я решил дать старт обзорам по РНК, чтобы и вы узнали о тех лучших временах 21 века. Увидимся с вами в следующем видео.